4 собаки одновременно воют. Не гавкают, а воют и завывают. Можно у вас один кукареку для наших зрителей? Пожалуйста, один. Спасибо. Вот так всегда. Хотел сегодня хоть раз в жизни порыбачить с утреца, а позвонили и сейчас везут нам на Тихий хутор кольца для колодца. Мы их давно ждем, давно заказали, издалека везут, потому что кольца необычные. Для канализации идут без замков, а для воды с колод, с такими замочками, чтобы, наверное, грунтовые воды не попадали. Поэтому быстренько летим туда. Половим рыбу в следующий раз, да? Утюльки, идите гулять. Ой, какие вы большие, вам уже здесь тесно, да? Идите. Растут не по дням, а по часам. Сразу вот бегунки стоят, 3 штуки, индоутки, приземистые больше, да? Сидят. Все отличают, вот 3 бегунка, оп. Они почему-то даже всегда отдельно, как бы, всегда первые, всегда втроем. На них, наверное, они, по-другому разговаривают. Эти друг друга понимают, эти друг друга. Зина, Вася, кушать, Зинка, Васька. А вы знаете, что гуси уже у нас возле окна не стоят? А залог уже за них дали. А знаете, благодаря кому? Вот, Айза. Дик знает, что их надо прогонять от окна. Ну, Дик уже старый, усталый, вялый, ему уже не хочется вставать лишний раз гонять. Айза не дает им даже подойти к дому. То есть она увидела, что мы пару раз дико натравили на них, и поэтому не дает. Поэтому у него не гадят. Тут гадят. Где-то все равно гадят. Но возле дома зато все чистенько. Васька с Зинкой долго спят сегодня. Горох сейчас в самом разгаре. Ох, по вечерам как станем здесь и стоим минут 10, кушаем тут горох. Валь, а клубника уже отходит, да? Нет, еще будет, если будет тепло, то еще будет клубника. Что-то я уже слабо вижу ее на кустах. Ну, есть еще лежит, еще зеленая много. Валя врет. Не слушайте, слабо с клубникой какая-то такая. Уже все, заканчивается. Вот морковка у тебя будет, капуста будет. Клубники не будет. Ну, это клубнику съел. Что это? Вот огурцов у тебя тоже куча. Да. Бери с собой на Тихий хутор. Ох, огурцов много. Валь. Вот помидоры у тебя точно будут. Они уже, посмотрите, какие большие. О,
помидоры уже с кулак. Просто осталось налиться им и все. По утрам можно себе позволить такого. Покажи. Хорошие. Забыла миску взять. Васька, иди кушать. Васька, иди кушать. Иди сюда. Вась, ну что ты, красавчик, ну что? Ну-ка, хочешь полежать? Давай, оп. Ох, молодец, Васька. Ты хороший кабан. Вот только немножко дождик заморосил, вот пару капель. И тут же павлин пошел под прицеп. Вот так они уже боятся воды. Моросячка пошла. Но все равно, это как бы бывают такие маленькие дождики, но в пруду вода падает, уровень воды. Так редко пройдет сантиметр земли, намочит, но не более того. Сегодня мы даже не собирались сюда ехать, но позвонили, сказали, изготовили, привезли кольца, и сейчас дорога как раз хорошая. То приехали, сейчас выгрузим и что-нибудь поделаем в доме уже, да? Да. Пока выгружает он кольца, мы с Валентиной разгрузим прицеп. Мы тоже тут привезли. Это, Валентина, мой умывальник. А ты хотел его выкинуть. Видишь, он нам понадобился. Я все хотел выкинуть всегда, блин. Хорошо не выкинул. У нас реально черничный хутор, донор тихому хутору. Вот это остатки нашего пола, это остатки нашего утеплителя. И я нашел у себя 5 банок разных лаков для кирпича и для камня. Надо дымоходы можно сегодня покрасить. Уже весь пол перевезли оттуда. Заодно здесь и в каморке поменяем пол. Уехала машина грузовая, манипулятор. Вот в этом месте у нас был колодец здесь когда-то. Где тут был сарай, где тут был туалет, мы даже не знаем. Но знаем, что раз здесь был колодец, значит где-то вот в этом месте, в радиусе 10 метров, будет новый. Мы сделаем новый. 5 колец. Почему именно 5? По соседним хуторам, по соседним деревням проехались, поузнавали. У всех 3 кольца в земле
И в 4-м стоит вода. Вот, на 4-м стоит вода. И 5-е над землей надо. Поэтому мы взяли, ну как бы, у всех ближних было вот так вот. Поэтому мы взяли 5 колец. Одно над землей, 4 в землю. Но в любом случае колодец будет первый копаться. И если, не дай бог, не хватит, то у нас есть еще два кольца. Те 2 кольца это будет на туалет. Тоже где тут туалет был, я не знаю, но туалет должен быть подальше от колодца. Это само собой. Поэтому выгрузили те 2 колодца для туалета там. И вот туда, чем дальше, вот там вот выкопаем где-то подальше от дома. Чтобы от колодца до хоть метров каких 70 было, если не будет 100. Вот. Ну что, у нас, видите, в доме уже есть электричество, в доме есть уже печи, то есть тепло и электроэнергия есть. Но у нас нету воды и нету туалета, а это тоже очень важное. Поэтому вот сегодня шаг вперед к этому произошел. Так что будем делать? Доски мы разгрузили, утеплитель разгрузили. А вместо утеплителя домой заберем вот мусор. Так что давай с чердака еще мусора поспускаем, а утеплитель пока что на чердак. Когда будем менять крышу, тогда утеплитель уже пригодится. Пускай пару месяцев там полежит. Просто у нас план, я боюсь планы рассказывать, честное слово, не расскажем. Просто смотрим. Надо на чердаке утеплитель сложить где-то. А тут вот смотрите, гора кирпичей, просто целый прицеп. От одной печки гора, вот там гора. От второй печки тоже тут вокруг кирпичи, банки. Слушай, что-то... Давай это все туда складываем. Эти кирпичи в ведра и сносим вниз. Освободим хоть угол какой-то для утеплителя. Эти кирпичи. Дому легче будет, когда мы снимем этот бардак отсюда. Тут так душно. Ну да, тут же жарко. Тут... Потом, тут очень много всяких коробок, потом на чердаке поснимаем, что мы отсюда снимем. А что это за записка? В другом видео. Нет, это не записка, это дневник. Потом когда-нибудь посвятим ролик, когда все отсюда вот битва. Не знаю, что такое. Русско-турецкая война. Все, ладно, мы сегодня по кирпичам. Что будет в чемоданах, в коробках, это когда-нибудь в другом ролике покажем. Тут чердак утеплен дерном. Ну, как бы тепло, вроде бы можно было бы оставить этот дерн. Вот, но если у нас утеплитель есть на всю хату, купленный, то почему бы во время замены крыши не скинуть этот дерн и вместо него эту стекловату не постелить? Еще бутылки такие советские. Помните? Сметанка. Помню, были с 2 крышками. Жирности зелененькая, где больше, и светленькая белая, где меньше жирности. Анекдот был в детстве такой. А еще сметана разливная была. Тетенька, сколько у вас стоит капелька сметаны? Нисколько, мальчик. Тогда накапайте мне целую баночку. Насколько дому станет легче, чтобы он не проседал. Я все-таки поражаюсь этим алкашам. Ради 2 люфт разбили печку. А тут надо было просто походить рядом и насобирать 100 килограмм металла. Там люфта вот не весит меньше, чем эти вилы.
Все кирпичи, хлам вниз, а утеплитель наверх. Все. Здесь вот лежит ровненько до стройки. Основной. Все. Последняя теплоизоляция. Вся, что мы привезли, вся наверху. И Валентина убрала все кирпичи. Можно слазить, тут очень жарко на чердаке. Тут лежала куча кирпичей там. Порядок. Ну вот сколько хлама получилось. Утрамбуем подъезд. Только что с Валентиной попили чай и говорим, давай включим видео там, где мы только-только купили этот хутор, посмотрим. И мы сами немножко даже в шоке, как все быстро здесь поменялось. Вот буквально пару месяцев назад здесь было просто все заросшее, здесь даже машина развернуться не могла. Тут даже со стекол вот так выглядываешь, вообще просто ветки и листья прям в окно. И внутри так было все, да мы даже удивились, неужели тут так было, да, Валь? Да, да. Пошли маленькую экскурсию, на всякий случай такой видосик сделаю, как сейчас все это есть, где какая комната, где какой вход, чтобы у вас лучше было представление. То есть у дома этого, вот это основной вход, и к входу есть вот такая маленькая пристройка. К заднему входу тоже была такая же пристройка. То есть вот пристроечка. Вот. И сразу же идет кухня. Вот с пристройки. А с кухни была вторая пристройка. Мы, наверное, ее сделаем здесь, чтобы было больше помещений. И все. И с этой кухни всего лишь еще два помещения. Вот это вот зал-спальня, как ее назвать, в которой мы уже сделали потолок и стены. Осталось пол, печку довести до ума и мебель. Все. И с этой спальни назад возвращаемся в кухню. И здесь вот идет такое вот помещение. Оно холодное было здесь. Вот. То есть тут какой-то там кладовка там, я не знаю. То есть по сути домик маленький. Одна комната, кухня, кладовка и два прихожих было. Все. То есть там чердак. Все, очень маленький домик, то есть всего однокомнатный. С одной стороны здесь как бы уютнее стало, потому что были такие обдертые стены, какие-то обои. А с другой стороны бардака больше стало, строительного мусора. Ну ничего, мы-то в голове уже с Валентиной себе представляем картинку. Как здесь все будет и как должно быть. Пошли дымоходы пролакируем. Тем более у меня этих лаков осталось. Идем покажу. Это у нас как в магазине. 5 строительных лаков именно для камня. Это потому что мы у себя на Черничном хуторе лакировали колодец, лакировали погреб, лакировали столбики, лакировали печку, лакировали в спальне стену, все лакируем. Потому что камень дольше прослужит и самое главное, легче его убирать, мыть, пыль и он еще дает блеск. Поэтому сейчас я залезу и посмотрим и пролакируем вот эти два дымохода. Тогда они не будут портиться, потому что они будут отталкивать дождь. Не будут впитывать, меньше впитывания будет. Сначала вот это я попробую. Еще мы в первом ролике видели, когда сюда приезжали, с нами была булька. Но мы ее больше не берем. Айза с Диком они за большие, чтобы возить их в машине. Булька такая была компактная собака, всегда везде с нами ездила. Но вот последние поездки, что на рыбалку, что сюда, она уже старенькая, ей на человеческий возраст лет 100. Ей болят суставы, она уже сидит такая, все скулит, ей болят ноги, она еле вылазит с той машины, еле залазит. Поэтому, конечно, скучно сейчас сюда ездить вдвоем, да, Валь? Угу. Но котов нельзя, коты привязываются к месту, собаки к человеку. А собаки, ну кого мы? Айза дворняга, она вообще у нее крышу сорвет, если ее увезти. Найда? Найда. Я сказал Айза. Угу. Да, Найда, дворняга. Овчарки, что мы их в багажнике повезем, багажник постоянно занят.
А Волька старушка уже, поэтому... Мы ее сюда завезли, она целый день сидела в доме, не выходила даже. Да, а если выходила, то бежала к машине, думает, ну что, уже скоро домой поедем, только меня здесь не забудьте, я в таком бардаке жить не буду. Да, да, да. Ты не боишься? Вообще не страшно. Печник с кирпичами лазил, а я вот иду тут ничего, во. О. А здесь что делать? Нет, так ты этот делай вначале, а потом туда эти поставим. Да ладно. Металл кипяток, просто до него руками дотрагиваться больно. Ну а как ты на нем сидеть будешь? Я не знаю, сейчас начну, там будет видно. Ты знаешь, если капаю на крышу, все равно подумай, хотя мне же там еще сидеть, да? Так, может мне оттуда и начать тогда? Как мне на ту сторону перелезть? Лечь может вот так вот. Оп. О, тут оса, сейчас я ее убежал. Вот так вот лягу. Не жалей. Не жалею. Чтоб не разрушился он. Чтоб блестел. Чтоб влагу не впитывал. Чтоб крепче был, чтоб красивее было, да? Да. Он немножко потемнеет. Так. В помещении мы этот камин, там, каминопечь эту, побелим. На чердаке мы ее тоже заштукатурим, тоже побелим. А тут пролакируем снаружи. Надеемся, прослужит она долго. Слышь, как тебе там снизу? Мне кажется, он красивеет. Но темнеет. Темнеет? Да. Ну. Становится как Брестская крепость, да? Да. Может, за ягодами сходим? Опять сделаем этот А у меня тесто осталось. вареники. Да. О, сходи, я пока пролакирую. Здесь ягод намного больше, чем у нас дома. Ну что ты тут? Видишь, сколько здесь ягод? О, Тут все усыпано. видишь, что значит южнее? Так ты тут за... Так ты уже, наверное, набрала литров. Да. А у нас там по одной. Да, по одной 5 минут найдешь. Весь мороз не прихватил. И крупная какая. Хватит уже тебе, пошли работать, пошли доски срывать. Я не могу остановиться, ты знаешь? Вспоминается детство. Когда мы ходили с бабушкой за ягодами, бабушка сказала, кошелку пока не наложишь целую, мы не идем домой. И вот я сижу и думаю, звоночек целый наложить или нет. Бабушка умерла, Буська, я тебе разрешаю не собирать, пошли. Пошли, никто палкой тебе по горбу сейчас не даст, не бойся. Идем, на варенье хватит, пошли работать. Ой, на варенике хватит и все, хватит все. Давай, спешу, давай. Идем. А черники здесь вот, прям вот возле дома растет. Вот. Очень богатый здесь лес. На чернику, на грибы. И людей тут нет вообще рядом.
просто как тайга. Надо его перевесить, да, этот умывальник, к тому умывальнику, что мы привезли. Животные к дому не подходят, боятся. Собак боятся. Немного подсох лак. Посмотрите, кто к нам приехал сюда. Не понял, что я услышал. Говорит, жаль, тут телевизора нема. Зачем в лесу телевизор? На стенке не Вот, Все, уже у меня кровать есть. свет есть и все. Кровать есть. Односпальня хорошо, односпальня не Ну, надо. как вам тут атмосфера? О, я раю. Ну, как быстро слухи проходят. Вот, только мы узнали, что черники много, вы уже здесь. Да, вот, и жизни не дала. Я сегодня, у меня планы были на рыбалку ехать, на канал. Ну, так, ну скажите честно, черника это ж предлог, чтобы первый раз сюда приехать? Конечно. Ну, интересно посмотреть это самое, потому что мы ж жили в таких условиях. Баба не хотела жить, вот там нам предлагали в Каменецком районе. Зубры пасутся, красота. В 79 году она не захотела. О, захотела цивилизация, а сейчас тянет уже. Слухай, хотів з ліса завести в ліс. О, я, говорит, с леса меня опять лез. Говорю, дура, я тут такой жить в лесу. То допіру Какая хочеться в ліс, красота. а тоді хотілося до Какая тут цивілізації. Ой, переселяюсь. Так мы даже будем рады, если вы сюда переселитесь. Делай мне, главное, чтобы Ну. телевизор был. Мы же на самом деле все спрашивают, зачем вам второй хутор. Вот зачем. Вот посмотрите на этих два лесных. Ми будемо собирати. Но. О, зеленки тут Ну. ростуть, наверное. Яна там с Артемом без вас не пропадут, а вот тут вот все. А що ми? Вот, тут даже печки можете не топить. Вот, отопление включил, балдей себе. Есть муки, мешок купил, и баба хлеб свой будет печь. Ну да. Ну, какие тут проблемы? Курочки свої Це- сюди перевезу. Делай колодец, чтобы была вода, но самого основного у тебя нет. Все будет. Тут даже пруд Самого вам будет. основного. Туалета? Вот с чего надо начинать. Так, во, уже форточку Всё, видно, уже будущий всё туалет. лежит, Вот, два будет. колодца. Это ж- МЖО надо, чтобы было все как положено. У вас будет один универсальный. Не, МЖО. Ты что, два строите? Да? Ну как же, я в это не пойду. Чуть-чуть його. Это что, что мы ничего не делали, уже кушать? А у нас всегда так. Да. Ну, зато мы после 6 не едем. До 6 нажираемся, вот. А после 6, поэтому мы это... А я ем, пока спать не ложу, у меня глаза не закрываются. Если я не наелся, вот так. У вас совсем другая генетика. Його шкура натягує Глаза глаза. закрыв, когда наемся, глаза же тогда закрываются. А у Вали того генетика в кого, а у меня в моего папу. Нам надо следить за собой. Это вам хорошо вот таким вот. У меня тоже живот уходит. Мы бройлерные, а вы инкубаторские. Ну да. У меня цыганская кровь. Да, цыгане. Так тоже, по большому счету, 25 километров я родился отсюда. И мой папа И оттуда. я. И мой папа А, отсюда тоже. 25 километров родился. Туда. Я не знаю, как нас так с Валей притянуло вот куда вот. Назад домой. Поведь, это поведь. Это были покосы моего деда покойного. Ну. Когда А мой папа там пешком ходил сюда, а там, ну, а что там лес. Сварынь, Радослав рядом. Ну и папина, Это же сам- и папина в другую сторону 25 километров. 25, Ну да. то есть друг от друга мы с Валей родились, где-то наши корни 50 Да, километров друг от сторону друга. логично. И мы, короче, где-то по центру встретились и притянулись назад. короче. Судьба свела. І в один день родилися. Это же не просто так. Это да. Поэтому Пейте. Сегодня Ешьте. черники наберете. это меню, да. Лесные бабочки. Теща с Валей пошли за ягодами, а нам с вами надо пол положить. Друзья, как называется этот цвет? Только сейчас я уже знаю, вы, наверное, пишете в комментариях какой-нибудь поносный, да?
А это вот мы уже купили точно такую же краску. Терракотта. Вот. Терракотовый цвет оказывается. Так что это... Нет, это не хухры-мухры. На Черничном хуторе тоже. Там тут полы тоже были так просевшие немножко. А мы там залили. Теперь эти доски, вот как они сюда подходят. По высоте, по ширине, по толщине. Ну как вы тут? Діма много, но тільки мілкі. Мел? Сухо було і холодно, вони не поросли, але не померзли. А у нас на хуторе там еще меньше. Так что, Тут їх много, але жалко, що... ну как бы не голубика, не голубика. Ну то я ж вибираю де більше, де саме малої не беру, бо їх пальці не можна взяти. Щоб вони хоча б були такі всі, як ото я беру. Так, давайте радоваться тому, что они вообще есть. Мамка сказала, что в этом году думала, что и с вишен даже не поест, ничего не сделает. А тут, получается, еще и ягоды ушли. А так, о, кустики усыпанные. Мы вареники каждый день едим. Ну, а то ж. Що ж тут вийшов полчаса і все, і вареники. Только люди удивляются, почему я их с юшкой ем. Я так и пельмени, и манты, я все с юшкой ем, так же И я вкуснее. люблю с юшкой. То ты раньше не любила, кто тебя научил? Не знаю, мне кажется, я всегда так ела. Не треба, ми з юшкою не їмо. То їсть тою водою, то ж там нема нічого в тій воді. Ви те туди сметани налили і все. Ну. І чуть сахарку і їсте. Без юшки. Воно стане типа рідкоє, вареники гарячі, сметана зробиться жидка і буде юшка. Паля, ничего они не разбираются, не понимают вообще в жизни. Да. А еще, помню, мои бабушки на печке сушили эту чернику. А потом с нее компоты варили. Я, если честно, не любил сушеную чернику. Вот свежую, да, просто даже с сахаром наколотить и все. А сушеная не очень. Наверное, никто не любил сушеную чернику. В этот раз я уже подготовился. Нульцевых гвоздей купил. Время экономить. Не надо равнять старые. Хватит, да. Валь, ну что, удобно с такой раковиной? Да, удобно. Вот видишь, как потихоньку сюда приходит удобство. Ну сейчас вот надо Канализацию сделать отвод? Да, отвод сделай, как мы с тобой дома делали. Тут вопрос, потому что деревья, тут корневая система. Я вообще думаю про эти тут осины. треба Мне положити кажется, її на осины эти срежутся. Они очень опасные, они как раз ложатся на дом. Блок вище зробити, щоб туди уклон був. Очень близко осины к дому. Блок. А теперь самая проблема у нас. Знаете какая? Здесь у нас сантиметров 18, а здесь сантиметров 14. То есть где-то 4 сантиметра разницы. И теперь надо... Самое трудное у нас в конце пришло. Ну, невозможно было выйти ровно.
Сейчас надо доску как-то узенько делать. Клином. Идите. Зачем таких налидовую? Сотки хватило бы. А не было сотки, я 120-ки купил в магазине. То 120-ка занадто. Нормально. Ты что думаешь, я танцевать тут буду? Ну, с тещей мало ли, что польку будете. Может быть, если это пойдем. Я тоже, Давайте, да. кто после тебя этот дом будет содержать, когда тебя не будет. Ну ты же не будешь Всегда жив, да? всегда жив. То когда будет срывать этот пол, то будет проклинати, хто ж такий гвозді був. Да тут вроде бы, это слышишь, Это нормально нажато, да. так зажато, что аж... Но все равно надежно для вибрации держу. О, а ты шо? Да тут танки будут ездить. Ну да. Это уже да. А да, взять, что в гвозди не гнул, что делать? Что? По солнечному маслу надо пережарить. Не пробовал? Прямо жарить их? Да. Я то получил квартиру на Востоке, там один мужик, и все, жонка доставала приблизить то, панельный дом. Патрулька поймала, это Забродовский покойный зять Саша мне то рассказывал. Я говорю, поймали этого мужика и везем назад в ментовку. Убежал. Ну, говорит, расскажи, что тебе дали 15 суток. Говорит, да будете смеяться. Да расскажи. Ну, говорит, получили дом на Востоке, в панельном доме, панельный дом, говорит, и все, а гвозди ж не идут, ну, панель надо. А тогда же не было вот этих всяких дрелей и прочее того приспособления. Надо было гвозди. Пришел с работы, женка начала, прибей там полку, надо это. Я говорю, понимаешь, ну гвозди не идут. А что надо делать? Надо, говорит, и это самое, гвозди по солнечному масле жарить. Тогда пойдут. Ну, говорит, давай будем жарить. Насыпал он тарелку, гвоздей влил масло. Говорит, ты жарь, я пойду там до соседа молоток возьму. Пошел, вызвал психушку. Та приехал, увидел, что баба гвозди жарить. Забрали, вот ему дали за это 15 суток. Так это на самом деле было? На самом деле, правду рассказываю. Нормальная баба, а увидели, что гвозди жарить. Забрали, говорит, баба крыша поехала. Приехали, забрали, смирительную рубашку повезли. А когда обследовали, она нормальная, ему 15 суток за элегантность. О, как бывает. Последнюю здесь. Последняя попажонка. Давайте вот тут вот. А тут? Ага. Пальцем покажи. Тут и. А там, чуть дальше, да? Да. А так, да? Да-да-да. Нормально, жать? О! Смотри как. О, силушки сколько. А, это... Ну, зацените. Вот танцуете, даже нигде не играет, видите? Бачиш, що це со мною було? Даже щелі нема. А тут ти браковав трохи. Ну, так а где вы были? По лесу ходили? Так где-то? это ж не казав мені. Короче, если не сдохну за ночь, завтра погода, приезжаю сюда, навожу порядок, обрезаю вин, Яблони? ну что это такое дело? Видишь? Надо сделать красоту, чтобы не мешать, чтобы оно росло. Ну, давно тут. У меня, чтобы такая была запила длинная, как у вас. Нет, я знаю. Мне друг подарил. И триммера возьмете? И триммер, у меня триммер маленький, но он хороший. А у меня поломал. Ну, у тебя такой триммер. У меня трехусварная профессиональная, а у меня старческая. Так вы спросите у тещи, может она вас не пустит завтра сюда. Теща? Теща, где гудник, там и теща. То что, завтра опять? Де ліс? Завтра встречаемся на этом же месте? Да. Нет, там, где встречались, потому что я все равно заблужу, я потеряюсь. Не потеряємо. Тут такое место, тут Завтра еще, ми приїдемо тут по телефону, саме. кому не объясняю, никто сюда не доедет. Это так Доїдемо, хорошо. зараз тут дорога Тут лесами, накатана. лесами. Сейчас накатываю, сейчас ты сейчас заблудишь. От зараз ми поїдемо додому. Куда ты Саме. Я вас провожать не буду, ну. Ну. Если вы едете, то уже У приедете. меня навигатора нет, у меня его навигатор. Но она такая, может путаться. Тут, вот если сейчас выезжать, везде налево.
Как направо сейчас. Нет, Налево. везде налево. Везде, где сейчас едете, везде, если дорога расходится, везде налево. Да. Честно. А как это налево? Налево я когда был молодой ездил, а сейчас я направо хочу. Вспоминайте. Всё. Хорошо, короче, если все нормально, завтра встретимся. Хорошо, хорошо. Что ты сделаешь? То вам здесь понравилось, получается? или что? Мне не то, что понравилось. Все, Мне ми оце начинает цей дом нравиться. А, конфіскуємо. это зря мы назвали Тихий хутор. Это Тещин хутор. Да. Тещин я хутор. неправильно А смотрите, назвал. как звучит Тещин хутор. О, Переназиваємо. це правда. Как тут тихо? Где будет теща, тишины не будет. Тут гудеть, гудеть. Вот тут сейчас начнется. А давай заведем это, давай заведем то. А как будем жить? Я сарай вам перевезу того. О, еще надо, да. И ягоды. И козу. Чтоб ягоды были. Козу не надо, все, я не хочу. Я хочу козу. Собака у нас есть уже, вот тут на стенке висит, погавкует, не надо кормить, красота. Собака надо. И собака надо? Ну, Зачем? конечно. И кот надо. Котик надо. Ты меня будешь кормить, я буду тебе в 3 часа вставать, начинать гавкать. Спать не будешь. Ти будеш за півня. Я уже был. Курікати. Короче, всем детям по литру собрали. Да. Ну и все. Отвели душу. Завтра приїду, ще наберу. Поблагодари лес и зятя, что тебе разрешил. Лес не мой. Как не твой? Слухай, Тут що моїх всім взяти сосали. розрішив, а як він на моєму хуторі мені не розрішив? Если он не твой, не зависит. Ой, Как это твой? вже буде тьощин. Да. Конечно. Пенсию будете мне отдавать. А зачем она тебе надо? Ты тут проживешь с леса, грибы, ягоды, смолу будешь спускать. Все солнце. А на оленя охотиться На будем. оленя охотиться, луки поделаем. Будут новые лаги. Обработаем их от синевы, от короеда, от гниения эти лаги. Чтобы не гнили под полом. Пока-пока. Вообще надо какой-то отработкой, там какой-нибудь смолой их обработать под полом. Но есть средства от гниения синевы и короеда, поэтому обработаем им. Тут другого у нас нету. Я думаю, даже от этого простоят они тут. На нашу жизнь хватит. Еще какую-то нашел пленку. Металл профиль. Используется для крыш. Ну, что надо будет на чердаке валяться всю жизнь? Используем для пола, ничего страшного, я думаю. Плитки толщиной десятка. Мне кажется, так полутепло становится. Нет, так это стекло-то современное, в ней реально ничего не заводится. Каменная вата. Все, стелим доски, последние.
Ну что, надо последнюю прибить и тоже ехать домой за тестем. Я тебя прошу. Ты чего? Гавкай. Пол будет теплее даже, чем когда он в первый день новенький был. Ну что, все хорошо? Мы завтра опять уезжаем, собакены, мы опять уезжаем завтра. Это точно уже. Это так вкусно. Вообще мы после 6 не едим, но как появилась у нас сушеная рыба, то у нас ритуал вечерком по 2 штучки скушать. Да, надо наловить много. Даже собаки любят. Они лучше, чем мясо едят. Ну, Сидят и ждут. чешую. На. И оно у нас не пересушенное и не пересоленное. Без ничего валим. А ты чё в очках? Что я очкарик. Иногда их одеваю, никому никогда не скажу, да, почему. Если повторять будет. Реально, посмотрите, какой порядок. Раньше, когда мы уезжали, гуси всегда долбили стекло. А теперь, когда Айза поняла, что их надо не пускать сюда, у нас здесь порядок, но за гусей дан залог. Но их даже не подпускают сюда. И павлинов они вместе, павлин и индюшек обижает, они, Дик и Айза, гоняют павлинов. И гусак Айзу боится, а Бульку не боится. Ну, скажу, Айза безбашенная, большая. Да все, нет у нас уже больше гусей, нет. Считай, нет. И когда мы прокапали и сводили ветеринару Айзу, у нее и уши встали, видите? Айза. Да, она уже их лапами не чешет и не опускает. И не трясет вот так вот. И вообще она у нас умница собака стала. И после того, как она эту утку загрызла, после того, как она этой уткой получила, после этого тоже ни одна птица от нее не пострадала, она даже боится к ним подходить. И котов она не обижает. Она И всех любит. Да, она молодец. Мы на рыбалку пойдем где-то через неделю, а рыбу съедим где-то через дня 3. Что, в магазин идти покупать, что ли? Рыбы осталось, считай, нам, ну вот если даже по одной, день, 2, 3, 4 дня. Ну, еще 3 дня будет ломка у нас. На тебе платвичку, а мне густерку, подрезчика. Да. У нас батареи в газонокосилке хватает, наверное, примерно на минут 15-20. И мы вот так 2 раза в день здесь покосим, здесь покосим, здесь покосим. И вот здесь мы косили примерно неделю назад, и опять здесь косить надо. Как раз вот там вот закончили. И вот реально участок такой, что пока вот там заканчиваешь, здесь опять надо начинать. Вот там последний раз косили, идем посмотрим. А здесь косили последний раз. У нас очень какие-то ветра сумасшедшие. До такой степени большие ветра, что у меня уже был готов. Валя, все, уезжаем завтра в Астрахань. И мы звоним Олегу в Астрахань, говорим, у нас здесь ветра, может к вам приехать. Он говорит, у нас еще сильнее ветра. Ладно, будем здесь пока.
Уже животные нас ждут. Вот Дик, Зинка уже старые, они уже не играются между собой. А Айза с Васькой, то они молодые, одного возраста. Айза его так аккуратно Ваську прикусывает за ножки, так аккуратно играется. Собачий корм уронили, но свиней сюда не подпускают, чтобы они не съели. Айза, а что вы не дадите свиньям свой собачий корм, а? На сюда, надо ей дать. На, собаки не едят, ты хоть поешь, на, кушай. Кушай. Тебя не пускают, да? Ну, хоть и собаки. Ты же тоже собака, должен есть собачий корм. Да, пускай ест. Что ты сама не ешь, только охраняешь, сидишь на крыльце. Раскидала мне тут. Видите, как дрожит? Ей холодно с утра. Это июнь месяц. Это собака, которая должна жить дома. Все, отдай свиньям, раз не ешь. Отдай, Булька. Айзе дай. Айза, ты тоже хочешь? Это Булька тебе не дает, на, кушай, Айза. Булька никому не дает. Булька начала есть. Смотри, от жадности начала хавать, да? Всю ночь лежала, никому не надо было. Надо съесть, пока никто не сожрал, да, Булька? Вася, на. Тебе никто тут не даст, кроме меня, да? Тут все поделено, территория поделена, корм поделен. Что, Булька? Аппетит прорезался, да? Спешит, спешит. Вот ты такой жмот, а? Сейчас я поделю быстро это все. Дай веснушки. Лена, на. А ты знаешь, я ей давала молочко, и я ее гладила. Да? И ей так было плохо. Она пыталась Неприятно, убежать. но- Ну, вообще, она вообще не... Пить-то хотелось, да? Да, она пила молоко и стояла, давалась Она гладить. дикая, да, напротив Васи. Не Даже- знаем, честное слово, что из Васи делать, что из Веснушка делать, посмотрим. На шашлык они пойдут или что, не знаю. Пока маленькие, они нормально не мешают. А если он подрастет и начнет собак бить? А если он подрастет и начнет, Начнет меня за ноги кусать, дай молока. ну или перероет территорию, посмотрим. А Дик тоже кусок мяса взял и охраняет всю ночь. Сам не ест и никому не дает. Слышь, Булькину съели, сейчас твою съел. И вот видите, какой он злой. А за руку меня укусил, смотрите. Дай сюда мясо. Дай мясо. Почему ты это мясо берешь? Дик. Дик. Дай мне. Ну дай мне мясо. Дай. Давай я возьму. Ну дай. Дашь? Давай. Дай мне. Ну дай. Мне не дашь? Давай сюда. Ну дай мне мясо. Дай. Да. Это что ты вчера вечером дала, да? И носит вот. Все свои куски съели. Айза только наблюдает, думает, сейчас ты отвлекешься. Васька, иди поглажу тебя, иди, Вась. Ну что ты, у меня хороший кабан, давай, тебя поглажу, давай. Айза! Айза! Видишь, какой Вася хороший? Твой друг. Твой друг, да? Я тебя за хвост возьму, вот так, вот все. И она такая игривая стала, когда ей уши вылечили, да? Что, собираемся, едем? Пошли, всех выпускаем, всех кормим и погнали.
нас ждет тещин хутор. Приехали, разгружаемся. Раньше много инструментов возили, но сейчас их камера охраняет. Сейчас много воды возим бочками, флягами, вот такими канистрочками. Надеемся, в скорое время не будет колодец и тоже не надо будет, просто можно будет просто налегке приезжать. Здрасте. Здравствуйте. О, вас уже трое. Да. Дайте угадаю, вы завтра пятером приедете. Завтра всей семьей. Знали, что дают тут красную икру, колбаску вкусную. И все едут. Демка, не один ты едешь сюда поесть, походу. Парыши. Вы нормально кормят, да? И вы парыш тоже взяли? Я парыши буду есть. Сейчас прям на рыбалку. Хорошо. Какая рыбалка? Работать надо, не рыбалка. Так я костер разжег специально, что вы, когда Я ветки сейчас будете пилить, сразу в буду костер кидать. заниматься в первую очередь рыбалкой, то есть и время будет. Давайте с утра рыбачить. Давайте возить туриста, а у нас не работать надо. Работать надо в Знали, обед, что да? возить туриста? По утрам Давайте. только клюет. Какое утро уже? Мы сейчас поедем, вот на полчаса все покажет, есть там рыба или нет. Что есть для работы? Все. Да. Триммер, Маска, бензопила, это пила, которая деревья обрезает, видишь? удочки, все есть. Да? Аккумуляторы, зарядные. Все свое. Мы так тоже всегда ездили. А как же? То что вы там поймали? Ого! Есть такой. О, Хороший. о, на жарку будет. Да, на жареху. Захватил. Голодный, наверное. Клев сумасшедший. О, Упал? за кончик отцепился. Короче, попали мы на такой Трофей. клев, что вот просто, Живет. да, это на живца, как раз на щуку хороший живец будет. Самый супер. Ну. Ну, по 30 копеек продают такие живцы, мы 50. сейчас половим. 50 копеек. Уже 50, да? Да. У меня положило. Тащу. О, есть. Класс. Ну вот, если ехать на щуку, то как раз на живца идеальный. Для сома, конечно, маловато, но для щуки в самый раз. Их нету поклевок. У вас нет, у меня его клюет, меня водит. Тебя выводит. У вас поплавок такой большой, Нормально. хорошо видно, но мой легче водить. Меня для слепых. О, у меня вот долбит, о, пошел. Я твоего не вижу. Иди сюда. Вот и обследовали мы это лесное озеро. Канадского сомика поймали и много-много карасиков. А сделано оно вот, по-видимому, лет 20 назад. Вот гора земли. Получается, не тракторами сделали, а не экскаваторами. Вот трактора просто выгребли землю вот сюда вот. Вот так вот ее вытолкали просто. Деревья тут растут на этой куче примерно 20-летние. И вот такая гора получилась. Снизу овраг. Вот. Раньше землю даже никто не увозил. Ну, только мелкий карасик, большого кто-то, наверное, чем-то выдушил запрещенным. Потому что озеро бесхозное, людей здесь нету никогда.
Возле озера такие сыроежки растут. И такая съедобная. Можно было бы пожарить. То вы принялись сразу в работу? Надо немножко. Я так понимаю, их тут и глушат, вот сосны их глушат. Но посмотрим в следующем году, как этот яблоневый сад, что он даст. Между собой еще все это самое. Убираем эту сейчас. Как таки пленку? Солнце в глаза светит, не вижу. Вот. Это 4 попало. А первую, что вы сделали, она уже как пальма стала. Я вот тут думаю, видишь, вот они прихлестнулись. Но что-то, не знаю, вам виднее. Вам старше, вы старше. Не, ну старше тоже. О, идут ягодницы наши. Да. Бабочки лесные. Ну. О, О, еще 2 ведра. Ще дві. Треба брати. Слышите? Ну. Но мы рыбы больше наловили. Покажи. Во. О, Ну. Пожалуй, выбью на траву. а это что, ленек там? А, сомик. Я вижу гладкий. На рыбалку с собой возьмем. Смотри, сколько. А они не сдохнут? Сейчас воды им наберем по-быстрому. Вот это сколько. Видишь, штук 20 поймали. Живец хороший. Ага. Вот дерево уже как пальма стало, да? Сейчас мы это вот не смогли стащить, да? А, зато вся живая. А, во, еще не живая, по центру стоит одна. Видите? Не, видно не было. А, то його от этого пенька повністю зрізати. В спальне мы к потолку прибили ДВП. А здесь уже буду крепить фанеру. Сказали, что фанера, она не капельки, потом не набирает влагу и не крутит ее. Так и стой. Степлер. Да мелко можете так не пилить, я и большие затащу. меньше носи легче. Что мне? Да ладно, Лучше спилить, чем носить. я лучше поношу, не портить петлю лишний раз. В этом месте хотим убрать, именно в этом месте, подальше от дома и подальше от колодца будет туалет. И вот здесь надо убрать. МЖО, вы неправильно сказали. Да, МЖО. МЖО. Поэтому здесь надо вот это вот поваленное дерево убрать, покосить и здесь выкопать яму. Да, да. Так. Все делается. Это все делается. На костер это.
Там уже, Больше, не меньше. там уже не то, что туалет, там, наверное, можно и сарай поставить. Я тут смотрю, это самое, очень удобное место будет для МЖО. Потому что кругом малина растет. Понимаешь, водительная. Красота. Вышел, поел. Видишь, сколько там молодняка? Второй я подспрашивал, а там молодая засела. Я вот смотрю, в этом месте нету деревьев. Да, тут Вот в этом месте, наверное, был сарай. что-то было сбудовано. Почему-то вот маленький фрагмент фундамента есть, да, вот. И все. И вот он, и нигде он, вот кусочек, и ничего нигде не заканчивается. И тут крутое место было бы под пруд, ну ладно уже. Посмотрим, я еще надо все выкосить. Тогда будет видно, Нет, конечно. так ты, господи, это ж туалет, ну это может далеко сильно, Пруд? туалет. Подальше от колодца. Если зимой снегу вот так накидает, будешь, знаешь, чистить сколько? Я? А кто, я что Вы ли? здесь будете с тещей жить. А, это хутор, я забыл. Вот здесь вот оставим, да и Ну то все. я, купишь мне этот трактор, я буду чистить, каких проблем. Для вручную, наверное, лучше будет. Посмотрим. Вот Короче, надо подальше от дома, подальше туалет все-таки и подальше от колодца. Ну, конечно, да, для вас не остановить. не, ну, нормально скосил? Нет, тут ты хоть, ну, скажи, нормально или так себе? Ты лучше скосил бы? Идеально, я бы нет, я бы хуже косил. Конечно, ты так бы не скосил. Я бы косил бы в 2 раза больше, но в 2 раза Ну да, потом выше. через неделю опять косил. А вы очень скрупулезно к этому относитесь, конечно. Ну потому что некоши не должно быть. Знаешь, как вот на покос, когда-то пойдешь, когда-то болота косили, и занимаешь косить, ну, на следующий год, кто-то косил такой косарь, как ты, вот так оставлял, то знаешь, как косить тяжело, потому что травка выскочила, а снизу некош, прошлогодняя, и ты никуда не денешься, приходится либо косу сдерживать, либо резать все подряд. И у меня отец говорит, что на болотах косили. Это получается до мелиорации, тут везде болото было, Да, негде да, было даже травы да, покосить. да. То есть- На болотах косили. То есть тут было Летом везде болото, коси- тут не такое- было нигде вообще негде Такое покосить. было положение. Летом косили, то что косить более-менее, а как гребсти, снести. То есть такие прорывы болота были, что как ушел и нету дна. Да, я помню, ходила. Да, и вот А убирали зимой, что ли? нет, складывали в стажки, и бригадир с сумкой на перерез, химический карандаш, ножик, приходит, лозняка вырезал, зачистил, пишет колхоз, на куветку туда, хоп, это колхоз, твой стажок, что ты накосил. Следующий, посмотри, большой, колхоз, а это помаль, это тебе. То есть- И только зимой же ты вывезешь, а летом ты его не возьмешь, свое. То есть ты должен накосить на колхоз и себе. Представляешь, что было? Когда мелиорация была, в каких годах? Ну, я так скажу, у нас, вот тут 25 километров отсюда, в 76-м я пошел в армию, в 78-м пришел, уже было осушено. Ну не все еще, но было уже я мотоциклом поехал под болотом над каналом косить. В 78 году. Это где-то 76-й, 5-й. То есть здесь было Нет, болота, пятого вот еще не было. непроходимые В шестом- болота, представляете? Где-то в 6-м начали, быстро осушили и пошли. Лет 5 родило все, а потом пыль. Что значит родило все, потом пыль? Ну, морковка, картошка. На Лет местах 5, болота эти? Да, поля были. То есть было вот как Сейчас так, они так эти удобрено, поля. да? Или что? Влажно было еще. Торфяник. А сейчас уже пусто, пустога, пыль. Короче, осушили, но надо было им частично, а не все подряд. И все, и фауну, флору, фауну нарушило, и все. Но все равно лучше, чем на болотах жить. Ну, как тебе сказать. Сейчас коси где хочешь. Сейчас колхоз не надо косить. Цена заготовленная лодка. Ты же этого не видел, а это я делал. Так Где- слава богу, да? Слава Богу, что вы это не будете Ну видеть. и все. Это тоже будем откультуривать. Потому что, когда будешь бежать в МЖО, наткнешься. будет Можно проблема. поколоться. Эти это груши здесь тоже. Ну тут надо делать, это все убирать. Вот это надо убирать, оно мешает. надо? Вот эту маленькую, она зачем? Пожарим купаты куриные. И крылышки куриные. Все куриное, потому что здесь дров таких хороших нету. Поэтому все, что быстро готовится на костре.
Тесть, походу, устал. Заглушил, да? Нет, Нет. его Куда не его остановить. Сколько у него энергии, я вообще не понимаю. Пока бензин не закончится. Так он не закончится у него. Все, хватит. Что хватит? Сколько вам лет? Мне? Ну. Вы больше молодого косите тут все, покосили мне. Хватит, идем шашлыки кушать. Какие шашлыки? Я еще не заработал на шашлыки. Давайте, уже, уже на несколько партий заработали. Бабочки пришли. Во, идут уже тоже. А сколько времени? Уже 6 часов вечера, надо идти ехать домой. Кушаем и едем. Они сегодня целый день в лесу. Хорошо, бать, надо было докосить. Не надо что докашивать, все. Ну, так лучше смотреть, правда? Конечно. То я думаю, они сегодня по литров 10-15 набрали той черники. А еще хорошо. А то нехорошо, не докосил. Все супер. Леска закончилась. Я вас не смогла найти. Я вышла, папка хочет, звук сильный. Я вышла туда-сюда, вас не видно. О, еще ведро. 6 литров. Ну. По 3 собрали. Ты сегодня целый день проторчала там. Ну да. Но последний литр я уже не кайфовала. Я уже быстрее его собирать. Нашей теще даже уже ночью снилось, что она здесь это собирает ягоды и потерялась. Какую-то деревню забрела. Ну, А тут может быть деревня. видите, вам уже здесь даже сны, вы так под впечатлением, что сны снятся об этом хуторе. Бо что мой хутор? Если бы был твой, то б не снилися. Короче, обставляю тещи дом и все. Хорошо. Ну теперь я тогда уже все по дешевому буду делать. Еще Куда по-дешевому? я и так дешево делал, сейчас То еще. ще не прийме, як буде по-дешевому. Сейчас будет еще дешевле чуть-чуть. То ще треба... Шик-модерн. Да. За последние 2 дня это вот это только сегодня. И вот у кого еще язык повернется, что сказать, что мы не черничники? Ну. Черничники самые настоящие. Когда опять приедете? Завтра. Понедельник. Все, понедельник. Ждем вас. С вами очень хорошо, приятно иметь дело. Доживешь, и шатешь. Зовешь, слышь, потом заезжаем такие, стоит шлагбаум, висит замок, поменены все замки, все ключи. Охрана. Въезд запрещен. І твій собака гав-гав. Что вы издеваетесь надо мной? Тещу как цыгана, пустишь в хату напить залезет. Приваблюй. С осторожкой. Да. Сегодня много работы сделано. И покошено. Там, где будет стоять туалет. Не без остановки сегодня работали. Вот эти 3 дерева окультурили полностью. Вот. Все сухие ветки поубирали. Сейчас таких яблонь рассады не купишь. Поэтому будем смотреть весной, что они, какие плоды принесут. Есть вот такие еще сухие. Еще пару деревьев не успели сегодня. На другие дни оставили. После покупки дома уже 3-й раз здесь обкашиваем. Но на кухне потолок только половину. Вот облицевал фанерой. А с этой стороны снял черновой потолок, потому что здесь возле печки немножко протекало, потому что железная труба была. И поэтому сейчас вот снял, пускай просушится в этом месте. Вот осина, видите, как покраснела. И привезу в следующий раз USB. Привезу в следующий раз жидкость, обработаем
пульверизатором этот потолок от короеда. Обработаем от этого гниения. И тогда уже USB и фанерой сделаем его тоже. Все, собираемся, собираем вещи и уезжаем. Приедем через пару дней. Еще неделя его не будет, поэтому срочно есть горох. Уже почти весь спелый. Да, уже можно любой есть. И хорошо, что нету гусениц. Так ты даже в него не заглядываешь. Может, там они есть? Нету их. Живца вылил в бочку. Надеюсь, до рыбалки поживет. Только надо будет воду каждый день обновлять. Если пчелка не потаскает. Да, пчелка, все, кто поднимается вверх, она на лестницу становится и достает. Раз поднялся вверх, значит слабый. Раз слабый, значит до рыбалки может не дожить. Красноперок всех переловила. Остались только карасики там. Вообще хорошо, что мы нашу черничную усадьбу можем оставлять на целый день. То есть утром теплицу открыл, вечером закрыл. Утром козу подоил, вечером подоил. Все наши мелкий рогатый скот, он у нас в электропастухе под охраной. Птица у нас с собаками под охраной. Поэтому можно уезжать. И вот так вот мы пробыли. Вообще я не помню вчерашний и позавчерашний день. Вот просто уже прошел вот так вот. Целый день в работе. А здесь дома хорошо. Хотя тесть сегодня сказал, знаешь, Валентина, как? Как? Вот там у тебя на черничном хорошо, говорит, очень хорошо. Но, говорит, здесь еще лучше. Он все ходил, удивлялся. Не удивлялся, у него в детстве, у него шьёкало, когда он эти вот, говорит, клямки, замки, вот эти вот клямки. Говорит, ты их только не убирай, говорит, не убирай, вот чтобы открывалось так вот. Вот ему так понравилось. И вообще вот им понравилось у нас там, да? Угу. Вот, ну что. Все, друзья, наверное, будем заканчивать. Все. До скорой встречи. Всех обнимаем, целуем. Всем пока. Пока-пока.